Здравствуйте. Сейчас вы увидите диалог, услышите, вернее, увидите вы только меня. Лицо дяденьки будет закрыто. Вначале вы возмутитесь, почему же после таких слов я все-таки закрыл лицо этого гражданина. Ну а дальше вы поймете. Приятного просмотра. Поехали. Guten Tag. Guten Tag. Nicht verstehen. Русский разумеете? Nicht vor, nein. Ganz nicht vor. Здравствуйте, меня Александр звать, а вы откуда? Меня зовут. Я из области, с Украины. Вот, интересно, вот я до вас тоже собеседник с Украины был. Спросил на вопрос, задал один вопрос, он не успел ответить, соединение разорвалось. Вот сейчас, в последнее время, идут такие настроения, переговоры Украины с Россией. А население Украины как это воспринимает? Никаких переговоров на сегодняшний день нет, абсолютно. Два президента уперлись рогом, и один другому не уступает. Это все я знаю, что нету переговоров. Нет, вообще разговоры о переговорах. Население согласно на переговоры? А как население? От населения, дорогой, ничего не зависит. Мы никто, мы блохи. Мы ничего не решаем. Я понимаю. Вообще ваши сограждане готовы к тому, чтобы ваш президент пошел на переговоры? Вряд ли. Потому что слишком много смертей уже со стороны Украины. Тут уже друг другу никто не простит, по всей видимости. Смертей много. Я понимаю, о чем вы говорите, но останавливать все равно надо. Иначе это тотальная война на полное уничтожение. А это может Третья мировая война начнется, это по-любому. Если Россия будет дальше продвигаться, то Запад ударит по ней. Это по-любому этим все произойдет. Они не останавливаются, они атакуют. А Украина сдерживает оборону. Вот и все. Мы не можем продвинуться. У них там такое оружие, у них там понабирал он этих каких-то чеченцев, понабирал этих каких-то туда бурятов. То есть они там безбашенные, туда продвинуться очень тяжело. То есть у нас шансов нету? Шансов нету. У нас нет. Мы не можем выиграть, но мы хотя бы можем их затормозить, вот так скажем, на том месте, где они находятся. Как это сделали в свое время финны. Не дали продвинуться, вот так и мы можем сделать, что не дать им продвинуться. Вот и все, русские. Ну, то есть о границах 91-го года, правильно я понимаю, что можем мы забыть? Уже не мечтайте. Ребят, забудьте, я сразу говорю, смотрите реально на вещи. Какое-то контрнаступление, там, что мы выиграем эту войну. Нет, ребят, война проиграна из-за глупого руководства. Если бы за 33 года сделали Украину нормальной страной, чтобы наши не ездили за границу зарабатывать, безработицы не было. А за 33 года, в принципе, уничтожена сильная страна. Страна, которая была больше Франции, своими ресурсами вышла на втором месте по экономике. Ее просто тупо убили. Вот и все. Ее разграбили. Бывшие президенты ее разграбили. Все. Так за что вы тогда воюете, бьетесь? А мы воюем просто за свою землю. Вот за что мы воюем. У нас в Германии... Мы покупаем вашу землю уже. Расскажи, тебе было бы, допустим, приятно, если бы какая-то страна пришла на твою территорию и отсекла у тебя кусок земли у Германии? Мне бы это было бы неприятно. Да, ты бы взял автомат и сказал: ребят, валите отсюда нафиг, чего вы сюда пришли? То же самое мы делаем. Почему это у нас отобрали Крым, отобрали Донбасс, отобрали Запорожье? Это наша территория была. В 91 году мы подписали в обмен на ядерное оружие, что нам никаких не будет территориальных требований. Но Россия нарушила пакт о ненападении. Подождите, вы так быстро говорите. Я знаю об этом меморандуме, но там не только развооружение, там еще был о внеблоковой... Неблоковый статус, да. Правильно, неблоковый статус. А это вы нарушили? Получается, что да, нарушили. Почему? Потому что Украина испугалась, что мы сразу заметили, что Россия готовится к войне. Они подтягивали танки. Как понять, как вы заметили? А разведка передавала, что Россия будет воевать. Все уже прекрасно знали, что война будет. Все знали. Это вы говорите, что до 2014 года? Нет, это после 2014, что широкомасштабная война уже передавали. Не сегодня, завтра начнется. То есть ее уже ожидали там в 20-х годах.
Поэтому Украина хотела как бы прыгнуть в НАТО быстрее, чтобы войска НАТО подтянули, чтобы защитить хотя бы те границы, которые у нас остались. Почему? Потому что Россия сразу отсекла Крым, отсекла Юго-Восток, ну, Донбасс, Донец отсекла. И все. А потом началась уже широкомасштабная война. Они уже пошли, а уже солдат, армия разоружена практически была. Начали собирать остатки армии, добровольцев, всеобщая мобилизация на фронт. Всех, кто может держать винтовку. Вот так. Ой, сегодня я смотрю тут с Германии в телеграм-каналах, так на ютубе. Вот это я не знаю, как расшифровывается ваши ТЦК, как лютуют. Ой-ой-ой. ТЦК лютуют, потому что некого уже там люди по 5 лет сидят в окопах, их не меняют. Они тоже люди, их надо тоже менять. А воевать никто не хочет практически. Почему? Не хотят, устали. Люди устали от этой войны. Так они еще не воевали. Почему не воевать? Там уже у нас сколько людей тут погибло уже. Молодых Да, хлопцев. кладбище я ваше видел. У нас все тут, там кладбище уже нема куда зарывать просто. Уже стариков таких, как я, по 50 лет забирают. Вот у нас села уже Так полсела вы забрали. понимаете, по что 50. вас как народа не будет тогда, если вы не остановитесь? А что нам остается делать? Открыть границы, чтобы зашли русские сюда. А если русские зайдут, возьмут Киев, ты не думаешь, что они в Германию не зайдут? Они не зайдут к нам. Пойдут. Они пойдут. зайдут только для политических, как Нет, дорогой мой, зайдет. не, ты не думай, ракеты полетят на Польшу, потом полетят на Германию. А Они чтобы не... что? Для чего им А Германия? я объясню Польша? почему. Потому что Путин никогда в жизни не простит, что Украине помогали оружием Германия и Польша, они втянулись сами в войну. Европа втянулась сама в войну. А Путин сказал, я накажу за эти вещи. Говорит. Я им не прощу. Говорит, следующая Польша, а потом он пойдет на Германию. Правильно Вот я и вас все. понимаю? То есть мы, европейские страны, сами виноваты в том, что произойдет. Ну, естественно, что вы втянулись, помогали Украине, значит, мы вам покажем. Это русская, ну, это чисто Россия, это русские. Нет, ну как Россия? Они, получается, правы тогда? Ну, я не знаю, правы они или не правы. Там, где война, там нет правых или левых. Там есть война. И тебя не спрашивают, хочешь ты или не хочешь. Как это было с твоими дедами, с моими дедами. Их призвали, дали автоматы, иди воюй. Все. Ну да. Война есть война. Но я бы хотел это все, чтобы никто не умирал, чтобы остановить это. Все хотели бы. Но это оно все перерастет в Третью мировую войну рано или поздно. Она Так начнет... я этого не хочу. Вы хотите? А кто этого? Я тоже не хочу. Так давайте Когда- выйдем как-то, будем что-то говорить Подождите, нашим властям. когда 22 июня 41 года полетели бомбы на Советский Союз, кто-то хотел воевать? Нет. 1 сентября 1939 года Вторая мировая война началась. Кто-то хотел воевать? Нет. Никто не хотел воевать. Но эта война началась. И никто никого не спрашивал. Приказ отдал фюрер армии. Все, армия немецкая пошла, начала воевать. И никто тебя не спрашивал, хочешь ты этого, не хочешь. Никто никого спрашивать не будет. Все. А как вы видите конец всего этого, развязку? Я вижу развязку, уничтоженные города, куча трупов, ядерные взрывы. Вот это я развязку эту вижу. Люди кричат в панике, кто спасается как может. Вот эту развязку я вижу. Ну, это пугает. Конечно, пугает, это страшно, да. Так вот, для того, чтобы прекратить эту войну, надо, чтобы сильные мира за стол переговоров сели с Путиным. Они его, как говорит, это самое, еще на это сели и сказали, что надо как-то это все прекращать. Потому Так что с Россией придется считаться. сам Путин просится на эти переговоры. С Россией придется считаться, хотим мы или не хотим. Конечно, Придется. это сильное государство, да. Да, это сильное государство. С ними придется считаться, потому что если с ними считаться не будет, Европа, Америка, это тоже очень плачевно закончится для всех. Вот и все. Но я все-таки за мир. Не надо вам воевать до последнего. Я тоже за мир. Я тоже. Вот ты думаешь, мы сидим, молимся тут, Господи, хоть бы уже прекратили. Ты знаешь, неприятно. Вот я в глухое село уехал, забитое. Из Киева уехал, бомбят Киев. У меня там квартира. Я вижу, как тут ракеты летают. Ты думаешь, это приятно наблюдать? Или как Да самолеты нет, летают? Да, идешь, смотришь, хоп, и полетели ракеты, допустим, на Так фас. у вас ракеты, ну не над Киевом, а вообще над территорией Украины ракеты с 2014 года летают.
Нет, нет, с 14 еще не летали года. Они полетели в 22 году. Это А в уже, 14 да, да, это Да, уже а в когда... 2014 году там война была, короче, с ДНР и с ЛНР, там шла война, боевые Да, да. действия. Там мы их бомбили, украинцы их бомбили. А потом русские заступились и начали бомбить это сам. Тут коса на камень пошла просто-напросто и все. Вот такое. Ну да. Страшно, страшно. А народ никто А спрашивать почему не вы будет. вот вы так легко говорите, вот мы, украинцы, их бомбили? Они же тоже были украинцы. Правильно, но произошло что? Это еще назревал конфликт в 90-х годах. Почему? Когда у нас такой Лазаренко был, премьер-министр, при Кравчуке или при Кучме, я не помню при каком, но он был, то идут шахтеры по этому самому, по Хрещатику, бьют касками и кричат, вот ты представляешь, в Германии не платят зарплату. А Я тогда на не то время еще платили. в Казахстане жил. Да, а им там этим не платили. Они идут, бьют касками, говорят, зарплату, это 90-е годы, Я помню, я зарплату, это по новостям зарплату. смотрел. А он говорит, товарищи, яку зарплату? А он эти деньги все перевел в Америку себе. Миллиарды. Я Это сказал, Юра, Кучма, да, будем еще гражданский. был, по-моему. Что-что? Кучма, по-моему, при Кучме. Ну и да, при Кучме, я уже не помню, по-моему, при Кучме. И Кривчуке тоже не платилось. Это все назревало, вот это все. Я с одним сепаром говорил, что тебя застало против меня, хохла, взять винтовку. Говорит, тебе плохо при Украине? Он говорит, слушай, говорит, дорогой мой, вот так вот разговаривали в 2014 году. Он говорит, спускаюсь в шахту и поднимаюсь из шахты. Мне не платят месяцами заработной платы. У меня 3 детей, мне надо, говорит, кормить, говорит. Все, он взорвался, я его прекрасно понимаю, потому что никто не наводил тогда порядок. Вот и все. И началась гражданская тебе война. Ну, и, естественно, Россия за них пошла, вписалась в этой войне, они пошли на сторону Восточной Украины. Все, там вся Восточная Украина подняла, потому что там терпеть не будут, там не те люди, они не будут этого терпеть. А если бы за 32 года построили нормальное государство, нормально, то это бы ничего не произошло. Со своей сильной армией, со своими ракетами, со своими этими границами. Но у государства уничтожили, вот и все, убили его за 32 года. Ты посмотри на Европу, где, в какой стране нет нашего Ивана Хохла, чтобы он не работал. Текают отсюда все. Ну как можно додуматься, чтобы электроэнергия, квартплата превышала заработную плату? У меня зарплата 350 долларов в месяц. Это ж надо додуматься мне дать такую зарплату. И меня не сегодня-завтра будут сокращать с работы. Я 19 лет отпахал. И все, говорят, свободен. Будем сокращать. Все. Блин, дядька, но выход должен быть какой-то. Не знаю, я не правительство. Это правительство должно думать за эти вещи. Это не я. Я не правитель, чтобы А думать. много людей вот так соображают, как вы? У нас или много, потому что у нас очень нищие люди живут. Все соображают так, как я. Все. Все соображают. Просто уступать не хотят, да. Но соображают так, как я, что надо прекращать, надо прекращать. Да. Так что такие дела. Ну, посмотрим, что оно будет. Я единственное скажу, как я вижу разворот действий. Если Россия пойдет на Киев, ну, попробует взять Киев, если она захватит Киев, тогда уже Запад точно ответит ядерным ударом, для того, чтобы их остановить. Вот это этим Ты уже все зря, ты закончится. думаю, не будет такого. Ну, от нас даже солдата не получите. А солдат нет, тут уже не будет ни солдат, ничего, тут просто война Я вам ракет. объясню, почему. Знаете, когда вот 22-й год, на то время, если бы быстро среагировали, потому что, ну, может быть, и солдаты бы пошли. Почему? Потому что на тот момент пропаганда, люди были за Украину. На сегодняшний Понятно, момент, понятно. допустим, Германия больше, около 70% населения Германии уже не за Украину. Власти Тут за Украину. это понятно. Ты пойми, что в любой войне каждый прикрывает свою задницу. Никто никому ничего не даст. Вот то оружие дали, то слава богу. Он говорит, лингвист, лингвист. Я ему сказал, в Украине теперь, чтобы, я так посчитал, то надо лет 500, чтобы отдать эти деньги. Где ты эти деньги будешь взять? Да за эти деньги, которые дала Европа и Запад, можно было уже купить Африку, нанять африканцев, чтобы они воевали, там пехоту ту африканскую нанять. А они что? Они где деньги, я спрашиваю? Ну куда вы опять? Ну зачем эти разговоры опять это сам? А солдатам нет патронов там на войне, чтобы... Так о чем можно говорить? О какой победе вы мечтаете?
Как тут Так это ведь и народ, и солдаты говоришь, что, деморализуют. да, как Мюллер говорит, да, как говорил Мюллер в конце войны, 17 мгновений весны, говорит, случилось что-то невероятное, наши заняли Москву. Так и тут. Ой-ой-ой. Ну, это ж фильм. Ну, это ж смешно. Ну, действительно, смотришь, ну, хоть и плачевно, но все равно смешно. Но это о какой-то победе. От Крым ситуации возьмем. смешно, а от итога плакать хочется. Ведь Ну, людей... конечно, конечно, потому что уничтожили Украину. Когда Украина разоружалась в 91 году, я сразу сказал, Украина уничтожена в зародыше. Когда вклады забирали, когда безработица началась, когда инфляция была, я сказал, все, конец Украине. Я тогда сказал. С меня еще смеялись, говорят, да мы Швейцарией станем, да ты шо, да. Я говорю, Украины как государства нет. Сразу я им сказал, армии нет, все. Смотрите, у вас геополитическое расположение страны Украина вообще вот... вас Бог расположил там, где надо. Вы могли бы быть мостом между Азией и Востоком. Могли. И Но оттуда кому-то... бы плюсы имели только. Да, могли. Но я потянуло тебе вас скажу это другое, блоковое. что кому-то Бог не дал мозгов. Вот тут кому-то не дал. Вот ты подумай, если бы в Германии в 91 году, ну, грубо говоря, пришел бы какой-то правитель и забрал бы у людей в одну секунду все вклады, которые марки они положили. Вот приходит все, нету марок. Что бы с ним сделали? Его просто повесили нафиг. А тут народ молчал. Такой народ, такая жизнь. За что боролись, на то ребята напоролись. Получайте. А если был бы народ нормальный, он бы в 91 году не допустил то, что сейчас творится. Все. Я выживу. И тебе советую, покупай где-то домик себе в деревне с землей, обрабатывай, потому что может случиться всякое. А я вон себе воздушку приобрел, зайца А мочить. причем воздушка? Надо картошку садить, надо это самое. Какую картошку? Тут если дойдет до того, то, что вы рассказываете, уже садить ничего не будет, не надо будет. Ну дай бог, чтобы оно не дошло. Дай бог, чтобы оно, конечно, не дошло. Дай бог, да. Тут не дойди Господь Бог, конечно. Слушай, дядька, я блогер, разрешаешь разговор, беседу выставить? Не, лучше не выставляй, потому что могут приехать мне наручники одеть, наши же А спасители. если я лицо закрою? А лицо закрою, лицо полностью так закрой меня. Да, я можешь закрою полностью эту и... Да, можешь этот разговор включить тогда. Ну только лица не выставляй. Нет, лицо... У меня тут уже обещали меня и приехать, и убить, и там наручники одеть, и на фронт отправить. Потому что я всегда свои мысли это сам. Я никогда безбашенный. Это мои мысли, я так думаю. Я и голос немножко подтяну там, чтобы голос... Да, добро. Ну ладно, счастливо тебе, удачи. Давай, дядька, удачи. Я, если честно, в шоке от этой беседы. Это противник. Идеологический. Но с другой стороны, он говорит все правильные вещи. И это не противник, я ошибся, извиняюсь. Нет, ни в коем случае. Это какие-то больные люди. Он ведь правильно, во второй половине беседы, он правильно все говорил. Он называл себя как агрессором, выставлял. Не выставлял, он правильно сказал это. Мы, говорит, украинцы бомбили. Ну а все же склоняется к тому, что Россия там виновата, дайте оружие туда-сюда. Но это биполярка. Я не знаю, как вот беседовать, как реагировать на такие заявления, так скажем. Видите, опять, если чем меньше я возражаю, тем больше они открываются. Если бы я сейчас на самом начале начал что-то там свое доказывать, беседа опять бы не получилась. Ну а так хоть немножко, так сказать, приоткрываем занавес и смотрим, что у них там происходит. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. До свидания.